На протяжении всей своей жизни я пользовался только смартфонами на базе Android, причем только самсунгами. Но этот год стал крайним в этой бесконечной гонке за андроидом. Вы на канале Сидигой, меня зовут Артем, погнали. История началась еще в далеком 3 классе, когда мне подарили мой первый сенсорный телефон. Это был Samsung. Тогда он мне довольно-таки сильно полюбился. Но в том же году моему однокласснику купили iPhone 5s. И тут я немного офигел от этого дизайна, плавности анимаций. Он выглядел очень дорого и круто. Это было мое первое знакомство с айфоном. Позже я ушел в другую школу, забылся как одноклассник, так и компания Apple в целом. До нынешнего момента я все чаще и чаще встречал людей с айфонами в качестве основного телефона, и все они его нахваливали. Но я продолжал ходить с Samsung. 19 июня 2020 год. Я стою в магазине, выбирая новый телефон, поскольку старый довольно сильно устарел, и мой взгляд падает на iPhone 11. Но, спойлер, недолго думая, я все же купил Samsung S20 Plus. Никогда так сильно не был разочарован покупкой смартфона, и это не потому, что сам телефон хреновый. В плане инноваций там был 120 герцовый экран, высокое разрешение, большая емкость аккумулятора, крутая камера, реверсивная зарядка. Все это казалось выигрышным по сравнению с iPhone 11. Но попользовавшись всего неделю, мне уже настолько все это надоело и тошнило от этого однообразия, как бы то странно ни звучало. Мне настолько надоело сидеть на андроиде, что я буквально отмучился год, параллельно накапливая на новый телефон, которым 100% должен был стать iPhone. 2 июля 2021 года. Я на радостях иду в магазин за новым телефоном. Подхожу к стенду, выбираю iPhone 12 Pro Max тихоокеанского синего цвета и покупаю его. Я очень давно не был так уверен в покупке телефона. Когда я его распаковал, взял в руки, еще даже не включил. Я просто был в шоке от этого дизайна, материалов, сборки. По сравнению с моим S20 Plus это просто великолепно. Ведь у Samsung из коробки был люфт огромного блока камер. И самое интересное, что это не брак. Так все и задумывалось. Вот и пришло время сравнить напрямую Android-систему и систему iOS при переходе непосредственно с Android. В этом пункте я расскажу, с какими трудностями я столкнулся и чего мне не хватает, а что мне наоборот намного больше нравится в iOS. Анимации. На iOS анимации смотрятся куда выигрышнее, извините за тавтологию. Они выглядят более цельными и плавными. Коротко и ясно. Управление жестами. На андроиде реализованы куда хуже и неудобнее. Огромное количество неучтенных мелочей, которые через какое-то время складываются в единое, не очень хорошее мнение об Android жестах. Но там есть возможность поменять на кнопки. Но при этом они занимают около 2 сантиметров экрана, делая его подбородок намного больше, чем при управлении жестами. Производительность. Мой новый iPhone еще ни разу не подвис, не завис, не заглючил. Android же теряет стабильный FPS при работе с теми же жестами, если сворачивать требовательное приложение или игру, если сворачивать приложение камера, иногда и в совершенно простых моментах. Это очень сильно бесит. Про игры можно вообще умолчать, ведь на iPhone они идут мега стабильно. На флагмане прошлого года S20 Plus они могли подвисать. Телефон ужасно грелся и очень быстро садился. Сплошное мучение. Несомненным плюсом Android является то, что можно скачать любую игру бесплатно, или даже взломанную игру. Но вот на iOS с этим беда, зато есть Apple Arcade. Подписку на него я уже оформил, и все отлично. Наслаждаюсь графоном и плавностью картинки. От себя хочу порекомендовать игру Sasquatch. Рингтоны. Стандартные рингтоны на айфоне гораздо приятнее, чем на Android. Но вот суть в том, что на втором можно скачать рингтон из интернета бесплатно, и это будет ваша любимая песня, которую вы сразу же установите на звонок. А вот на айфоне придется попариться, чтобы решить эту проблему, либо и вовсе купить рингтон в iTunes. Дизайн. Блин, насколько круто выглядит iPhone по сравнению с Samsung. Я был очень приятно удивлен от того, что предлагает Apple. Да, телефон стоит дороже, но если взять, к примеру, нынешний S21 Ultra, то лично для меня и в этом сравнении побеждает iPhone. И, кстати, тот же самый Samsung S20 Plus по дизайну очень похож на бюджетную линейку Samsung, например, A51. Покупаешь крутой флагман, а по дизайну он ничем не отличается от бюджетной модели. Не круто, Samsung. Автономность. Конкретно касается iPhone 12 Pro Max. Просто офигенная автономность. С моим сценарием использования спокойно хватает на день. Заряжается очень быстро. Короче говоря, все, что касается автономности, прекрасно. С Samsung были проблемы, особенно если играть в тяжелые игры.
Телефон сильно нагревался и с огромной скоростью разряжался, особенно с включенными 120 Гц. Самое интересное, что их видно только в системе. Во время игры 120 Гц пропадают, будто их никогда там и не было. Работа с текстом. И тут тоже плюсик достается айфону. Намного приятнее писать тот же самый сценарий для ролика на устройстве от Apple, нежели на Samsung. Да, на iOS до сих пор не работает свайп на русской клавиатуре, но я им никогда и не пользовался, даже когда была возможность на Android. 120 Гц. Вот и первый минус айфона подъехал. Нет 120 Гц. Я уверен, что в 13-м айфоне они будут. Но вот только лично у меня, возникает вопрос: зачем? Как по мне, анимации iPhone и без того очень плавные и приятные. У меня на Samsung были 120 Гц, но они настолько быстро разряжали телефон, что я ими попросту не пользовался. Да и 120 Гц через 3 дня ощущаются как обычные 60, настолько сильно привыкаешь к этой плавности. Ну и стоит ли оно того? Интересный вопрос. Реверсивная зарядка. Вот тут реально нужная фича. Довольно часто ей пользовался, когда у меня был почти полностью заряжен телефон, а у друга он разряжался. Я приходил на помощь, как настоящий супермен. По крайней мере, на меня так все смотрели. Или другой сценарий. У меня сели наушники, которые могут заряжаться беспроводным путем. И тут на помощь вновь приходит реверсивная зарядка. То, что ее нет в айфоне, только минус. Мириться с ним трудновато, но так уж и быть. Камера 64 мегапикселя. Пропустим этот пункт, как и 30x зум. Абсолютно ненужная вещь, которую не будешь использовать в повседневной жизни. Только для прикола, показать кому-нибудь и забыть. Сканер LiDAR. Это интересная фича, но при этом отчасти она ненужная. Но это только пока что. Например, я уже сканировал свою комнату и пририсовывал 3D-модель пуфика, чтобы понять, насколько он подходит по стилю. Для подобных задач LiDAR справляется идеально. Также он помогает телефону быстрее фокусироваться и точнее измерять предметы в приложении «Рулетка». Также в Apple Store можно найти огромное количество приложений для фана с технологией LiDAR, по типу оживить крипера в своей комнате или устроить потоп по всему дому, ну и тому подобные вещи. Также дополненная реальность используется во многих играх из Apple Arcade. Виджеты. Раньше появились на системе Android, но вот то, как их реализовала Apple, мне нравится больше, несмотря на то, что полноценно взаимодействовать с ними, не переходя в приложение, нельзя. Вывод. iOS и в принципе айфоны не без минусов, но по факту они лично для меня не болезненны. Можно еще добавить кабель Lightning, а не Type-C, NFS довольно кастрировано, на компьютер на винте довольно долго перекидывать фотки и видео, нет зарядки в комплекте с телефонами за 100 плюс тысяч рублей. Это главные минусы, про которые я вспомнил, но я пошел на компромисс и очень доволен телефоном, ведь автономность, плавность анимации, камера, LiDAR, дизайн, аксессуары и еще огромная куча мелочей, от которых получаешь огромное удовольствие при использовании этого телефона. В общем и целом, я очень доволен переходом с платформы Android на iOS. Все прошло безболезненно. Но при этом я считаю, что если вы сами не попробуете, вы не поймете, насколько это плохо или хорошо, так что экспериментируйте и ничего не бойтесь.